Древняя Русь – это огромное средневековое государство, простиравшееся от Ладожского озера до Среднего Днепра. Оно отличалось многонациональным составом и высокой мобильностью населения. Согласно летописным данным, государство было основано в 862 году варяжским князем Рюриком, который стал правителем Новгорода и положил начало династии, правившей русскими княжествами на протяжении многих веков. Одним из ключевых факторов, способствовавших образованию Руси и определивших ее территориальные границы, стала славянская экспансия на северные и северо-восточные земли Восточной Европы. Повесть временных лет – это важнейший источник по истории Древней Руси. В нем описываются территории Восточной Европы, заселенные славянскими племенами – полянами, древлянами, вятичами, дреговичами, радимичами, кривичами, ильминскими славянами, дулебами, белыми хорватами, северянами, уличами и тиверцами. Кроме того, летописец упоминает и неславянские народы, такие как Меря, Чуть, Весь и Мурома, которые жили на севере и северо-востоке Руси. Археологические данные подтверждают, что в X-XI веках произошло объединение Руси. В этот период сформировалась русская археологическая культура, которая распространилась на обширных территориях, хотя и с некоторыми региональными особенностями. Вместе с распространением русской археологической культуры распространился и русский язык, древнерусский язык, а также кириллица. В настоящее время среди историков и археологов нет единого мнения о происхождении и степени сплоченности славянских этнических групп на территории Руси в конце первого – начале второго тысячелетия нашей эры. Эти группы взаимодействовали с балтийскими и финно-угорскими народами, которые населяли западную, северную и восточную части Восточной Европы, а также с кочевыми тюркоязычными южными племенами. Однако письменные источники не всегда дают полное представление об этих взаимодействиях, которые, вероятно, отличались в разных регионах. Укрепление государства Русь было связано с северо-восточной экспансией славян в X-XII веках, в регионы, исторически населенные финно-угорскими народами. Одним из ключевых регионов для изучения этого взаимодействия является территория вокруг Белоозерья, современный Белозерск, где, согласно повести временных лет, проживал средневековый народ Весь. Таким образом, Белозерье и прилегающие к нему районы современных Вологодской и Архангельской областей представляют собой уникальную площадку для исследования взаимодействия между двумя различными языковыми и культурными группами, которые сформировали раннюю Русь. Расселение славян в этом регионе значительно изменило культурный ландшафт. Археологические данные свидетельствуют о том, что материальная культура всех древнерусских городских и сельских некрополей X-XIII веков отличалась своей самобытностью, которая распространялась на обширные территории. Тем не менее, она имела специфические особенности в погребальном ритуале и костюме, связанные с местной или этнической идентичностью. Ранние славяне и древнерусский народ практиковали кремацию, которая сохранялась до конца X века нашей эры. Это значительно затрудняет получение генетических данных по образцам, относящихся к периоду до XI века. Кроме того, за исключением нескольких кладбищ, в настоящее время отсутствуют данные о генофонде раннесредневекового населения на всей территории Руси, которые позволили бы получить полное представление о генетическом составе и происхождении древнерусского народа. Поэтому генетические особенности жителей Руси являются важной темой как для историков, так и для археологов. В данной работе авторы впервые предпринимают попытку дать всестороннюю характеристику средневековым жителям Руси. Следует отметить, что в исторической литературе существуют различные названия средневекового государства, о котором пойдет речь в этой работе, но с течением времени в научных кругах закрепились определенные термины. В своем исследовании авторы используют обобщающее название «Русь» для обозначения культурного сообщества и географического региона, которые охватываются их научной работой. В выборке содержится антропологический материал, который охватывает обширную территорию и длительный период формирования и существования государства, как в целом, так и в виде нескольких отдельных княжеств. В этом исследовании авторы также используют следующую терминологию. Восточнославянский, русский. Этот термин относится к археологической культуре Древней Руси. Славяноязычный. Этот термин используется для обозначения групп или отдельных людей,
которые имеют генетическое сходство с современными славяноязычными народами. Финно-угорский, уральский. Данный термин применяется к тем, кто генетически связан с современными уралоязычными народами. А перед тем, как перейти к результатам, хочу поблагодарить всех тех, кто помогает каналу. Результаты. Образцы. Чтобы понять происхождение и историю древнерусского народа, ученые собрали и изучили образцы ДНК, обнаруженные в археологических материалах, которые в основном датируются X-XIII веками нашей эры. Для проведения полногеномного секвенирования были исследованы останки 200 человек, чьи захоронения относятся к 3 типам. А. Захоронения русского восточнославянского типа. Б. Захоронения финно-угорского типа. И В. Смешанные захоронения, которые находились на территории Древней Руси и в соседних регионах, начиная с периода формирования русского государства. 173 образца были проанализированы с различным уровнем покрытия всего генома. У всех 200 участников исследования были определены полные последовательности митохондриального генома и митохондриальные гаплогруппы, а отдельно у мужчин, где было возможно, определены гаплогруппы Y-хромосомы. Выборка охватывает 5 географических регионов средневековой Руси. Северная Русь, Белозерье и Поонежье – 83 образца. Северо-западная Русь, Новгород – 16 образцов. Западная Русь, Днепровско-Двинский регион – 7 образцов. Центральная Русь, Волгоокский регион, включая историческую Северо-Восточную Русь – 54 образца. И Южная Русь – 29 образцов. Чтобы провести тщательный анализ в широком географическом и историческом контексте, авторы исследования собрали образцы, принадлежавшие неславянским группам, из 6 археологических памятников. В их числе захоронения XII-XIV веков, связанные с финно-угорскими племенами Муромы и Мордвы, а также с волжскими булгарами и представителями восточно-балтийской латгальской культуры, существовавшей в VIII-X веках. Эти новые геномные данные, полученные из северных и южных регионов Древней Руси, восполняют существенный пробел в изучении генетики средневековой Восточной Европы. Генетическая структура населения Древней Руси. Анализ главных компонент средневековых жителей Руси в сравнении с современными жителями Азии и Европы показывает, что образцы, взятые у жителей Древней Руси, далее русичей, в основном соответствуют современным европейцам, за некоторыми исключениями. Большинство образцов, взятых у русичей, относятся к 2 основным генетическим кластерам. Первый, самый крупный кластер, который авторы назвали генетическим кластером Древней Основной Руси, находится в пределах генетических вариаций современных славянских популяций. Этот кластер включает преимущественно представителей славянских захоронений XI-XIII веков из центральной Волгоокской, западной Днепродвинской, северо-западной Новгородской и Южной Руси, а также захоронений позднего Средневековья XIV-XVII веков. Этот генетический кластер, который соотносится со славянами, также включает несколько образцов из северной географической области Древней Руси, Белозерья. Среди них 9 образцов из Никольского захоронения, которые относятся к древнерусской культуре, и 2 образца из Мининского захоронения, которые представляют собой смесь славянских и финно-угорских культурных элементов. Второй генетический кластер под названием Древняя Северная Русь охватывает большинство образцов из захоронений в Северной Руси. Эти захоронения отражают смешение славянских и финно-угорских культурных традиций. Большинство людей, погребенных в Северной Руси, генетически далеки от современных славян, но близки к современным жителям Вологды и Архангельска, а также к финно-угорским группам финнов, вепсов и карел, которые представляют так называемый прибалтийско-финский народ. 7 человек, находящиеся между 2 генетическими кластерами, получили название Средняя Русь. Некоторые образцы, извлеченные из Южной Руси, не вписываются в общую европейскую картину генетического разнообразия и относятся к популяциям Восточной Азии или Кавказа. Представители нерусских, неславянских культур встречаются как внутри современной европейской генетической вариации
так и за ее пределами. Среди них выделяются древние Мордва и Мурома, принадлежавшие к финно-угорским народам, которые находятся в непосредственной близости от кластера Древней Северной Руси. Волжские булгары, имевшие восточно-азиатское происхождение, также были представлены в этом регионе. Этот анализ наглядно демонстрирует структурированное генетическое разнообразие населения Древней Руси и ее соседей, подчеркивая как географические, так и культурные аспекты, влиявшие на формирование этой уникальной картины. Неконтролируемый анализ примесей, который был проведен с использованием новогеномных данных и генетических профилей 2304 современных и древних людей, позволил установить, что состав предков жителей Древней Руси формировался преимущественно за счет европейских западных и восточных охотников-собирателей и ранних европейских земледельцев эпохи неолита. Интересно, что вклад охотников-собирателей был одинаков в обоих генетических кластерах Древней Руси. Однако доли европейских земледельцев эпохи неолита и древних сибиряков различались. Вклад европейских земледельцев был высок в образцах древней основной Руси и постепенно снижался по мере продвижения с юга на север. Напротив, древний сибирский компонент, который наиболее ярко выражен у современных Нганасан, был незначительным в древней основной Руси, но заметным в древней Северной Руси. Восточноазиатский компонент, который связан с современными китайцами, часто встречается среди генетических маркеров, особенно в Южной Руси, у волжских булгар и древних образцах Мордвы, хотя с разной частотой. Эти результаты демонстрируют генетические различия между славяноязычными народами, которые образуют генетический кластер древней основной Руси и финно-угорскими, уральскими группами, представленными людьми из генетического кластера древней Северной Руси, а также древней Мордвой и Муромой. Эти генетические различия согласуются с историческими и археологическими данными. Анализ степени общего происхождения выявил, что в период от Бронзового века до Средневековья древние группы из Балтийского региона демонстрировали самые высокие значения общего происхождения для двух генетических кластеров Древней Руси. При этом генетические кластеры Древней Северной Руси и Древней Основной Руси не показали значительных различий в частоте аллелей со всеми протестированными группами Бронзового века. Однако анализ популяции Железного века показал, что кластер Древней Северной Руси имел большее генетическое сходство с популяциями Железного века Финляндии, чем кластер Древней Основной Руси. Это указывает на некоторые различия в их генетическом субстрате после Бронзового века. Чтобы понять, были ли все жители Руси одного происхождения, авторы провели исследования гаплогрупп Y-хромосомы и митохондриальной ДНК. Анализ гаплогрупп Y-хромосомы выявил различия в распределении отцовских линий между двумя генетическими кластерами Древней Руси. У представителей генетического кластера Древней Основной Руси преобладает гаплогруппа R1Z282 с частотой 63%, которая также распространена у современных восточноевропейских и славянских популяций. R1Z282 разделена на две подветви – R1, Z280 и RPF6155. Эти ответвления сегодня наиболее распространены среди современных восточнославянских групп, что указывает на прямую генетическую преемственность между населением средневековой Руси и современными восточными славянами. Другие гаплогруппы, такие как I1b, I2a, N1a, R1b и I1a, встречаются гораздо реже. В то же время 81% мужчин из генетического кластера Древней Северной Руси несли линию Y-хромосомы N1a. Эта гаплогруппа широко распространена в Северной Евразии и наиболее часто встречается среди современных популяций Финно-Скандии, Урала и коренных народов Сибири. Наряду с N1a в генетическом кластере Древняя Северная Русь с небольшой частотой были обнаружены Y-хромосомные линии R1a, I1 и I2. Большинство мужчин в Северной Руси имеют Y-хромосомную гаплогруппу NFT68246, что свидетельствует о тесной связи поколений по мужской линии. Это подчеркивает важность отцовской линии
основателя, в формировании данной популяции на севере. Интересно, что эта отцовская линия предположительно восходит к первым векам нашей эры, согласно данным Международного общества генетической генеалогии. Примечательно, что в настоящее время эта глубоко разветвленная линия встречается исключительно среди представителей русского населения. Еще одна линия гаплогруппы N, обнаруженная в кластере Северной Руси, NZ35049, в настоящее время также встречается исключительно у современных русских. Митохондриальная ДНК населения Древней Руси представлена разнообразием гаплогрупп, в основном относящихся к западноевразийским линиям. И лишь у 7 из 200 протестированных представителей Руси и соседних народов были обнаружены гаплогруппы М, А и Д, которые распространены в современной Восточной Евразии. Примечательно, что более половины испытуемых как в северном, так и в генетическом кластере основной Руси относятся к гаплогруппам H и U5. В целом, эти два генетических кластера Руси имеют схожее распределение общих гаплогрупп митохондриальной ДНК, однако в отличие от них, распределение отцовских линий Y-хромосомы между ними заметно различается. Среди образцов древней Северной Руси преобладает N1A, в то время как среди образцов древней основной Руси R1A. Сопоставление глубоких гаплотипов митохондриальной ДНК и ее полных последовательностей позволило установить прямые родственные связи между определенными людьми по материнской линии, которые жили в разные эпохи и принадлежали к разным культурам. Генетическая неоднородность славянского генофонда Руси. В ходе исследования с использованием методов главных компонент и анализа примесей в составе генетического кластера древней основной Руси были выявлены 3 генетических субкластера, которые тесно связаны со славянами. Первый. Представители субкластера ядра Руси демонстрируют генетические профили, схожие с профилями современных восточных славян, таких как русские, белорусы и украинцы. Однако они остаются относительно обособленными от других современных европейских популяций. Второй. Субкластер Балтийской Руси отличается от ядра Руси и имеет общие черты с современными восточно-балтийскими группами. И третий, субкластер Юго-Западной Руси, демонстрирует большее сходство с современными жителями Центральной и Восточной Европы, а также с южными славянами с Балкан. Удивительно, что ученые не обнаружили связи между географическим положением и генетическими различиями внутри кластеров Древней Руси. Например, жители таких близких городов, как Ярославль, Старая Рязань, Переславль и Новгород, оказались в разных генетических группах, несмотря на их территориальную близость. Это касается и представителей военной элиты, таких как дружинники из курганов Гнездилова под Суздалем и Никольская в Вашкинском районе Вологодской области. Это открытие позволяет предположить, что географически обособленные общности Древней Руси, представленные несколькими средневековыми славянскими племенами, не были генетически изолированными группами. Они образуют единый генетический континуум, от которого произошли современные восточные славяне. Анализ генетических связей внутри каждого субкластера Древней Руси с популяциями, которые были близки к ним как географически, так и по времени, показал следующее. Первое. На графике анализа главных компонент представители 3 генетических субкластеров основной Руси оказались рядом с европейскими популяциями Железного века и Средневековья. Однако некоторые люди из средневековых славянских захоронений в Центральной Европе, Словакии, Хорватии и Австрии оказались в субкластере ядра Руси. Кроме того, на графике анализа главных компонент некоторые образцы из Скандинавии, относящиеся к Железному веку и Средневековью, а также останки из средневековых захоронений, которые приписывают саксам, викингам и славянам на территории современной Германии, Польши и Хорватии, а также некоторые из погребений скандинавского типа с территории Древней Руси, расположились рядом с людьми из субкластера Юго-Западной Руси. Анализ генетической структуры популяций каждого генетического субкластера, входящего в состав Древней Руси, в период от раннего Бронзового века до Средневековья, показал, что представители 3 кластеров имеют значительное сходство
с популяциями Балтийского региона Бронзового века. Интересно, что несмотря на географическую близость фатьяновской культуры к территории Руси, ее носители не продемонстрировали значительного преобладания общих аллелей ни с одним из генетических субкластеров Древней Руси. А в моделях смешения всех представителей субкластеров Древней Руси можно охарактеризовать как результат смешения двух или трех компонент. В этих моделях преобладает балтийская компонента, составляющая от 60 до 82%, которая представлена группой Латвии Бронзового века. Во всех трех субкластерах наблюдается смешение балтийской компоненты Бронзового века с компонентой европейских земледельцев, связанных с анатолийскими. Последняя достигает 32% и может быть представлена группой из Греции Микенского периода Бронзового века. Кроме того, в этих субкластерах присутствует незначительный процент, менее 8%, древней сибирской компоненты, которая представлена группой из Красноярска Бронзового века. При этом каждый субкластер отличается уникальным соотношением этих компонент. В субкластере Юго-Западной Руси доминирует компонента европейских земледельцев Бронзового века, связанных с анатолийскими неолита, в то время как в субкластере Балтийской Руси доминирует балтийская компонента Бронзового века. В обоих кластерах наблюдается лишь незначительное влияние древней сибирской компоненты. Из более близких по времени популяций, существовавших после Бронзового века, все три генетических субкластера Древней Руси демонстрируют наибольшее сходство с населением Ингерманландии Железного века Балтийского региона I-II веков нашей эры. Это сходство превышает схожесть с другими европейскими группами, относящимися к тому же периоду. Анализы показывают, что все три субкластера Древней Руси представляют собой ветви, восходящие к древним популяциям восточноевропейского происхождения, датируемых началом нашей эры. Эти популяции не связаны с северными или южными популяциями Европы. Интересно отметить, что согласно анализу по методу главных компонент, несколько человек из неславянских захоронений Средневековья, захороненных в Южной Швеции и Нижней Саксонии в IX-XI веках нашей эры, имеют большее генетическое сходство со славянскими группами, чем со скандинавами или другими европейскими популяциями того времени. Это позволяет предположить, что данные представители Средневековья относятся к европейским группам, генетически связанным с древними славянскими популяциями в рамках общего генетического ядра. В целом, генетический состав всех трех групп Древней Руси, как правило, имеет балтийские корни, что сближает их с некоторыми другими группами, охватывающими более обширные территории. Структура генофонда Северной Руси. В составе генетического кластера Древней Северной Руси были выявлены два генетических субкластера – Белозерье, X-XIII века, и Поонежье, XIII-XIV века. Эти субкластеры отличаются по количеству вклада европейских земледельцев эпохи неолита. В кластере Белоозерье он выше. Аналогично всем генетическим субкластерам Древней Основной Руси, эти субкластеры демонстрируют наибольшую генетическую близость к группам Балтийского региона Бронзового века и могут быть смоделированы с участием 80% групп Балтийского региона позднего Бронзового века. В целом новые данные показывают, что оба генетических кластера Древней Северной Руси и Древней Основной Руси имеют генетическую близость к балтийским популяциям Бронзового века. Однако в отличие от генетических субкластеров Древней Основной Руси, которые демонстрируют заметный вклад европейских земледельцев, связанных с анатолийскими, лишь несколько индивидов из субкластеров Белоозерья и Поонежья демонстрируют анатолийское происхождение. Однако оба субкластера Древней Северной Руси содержат значительную долю древнесибирского происхождения – от 10 до 23% в отдельных образцах. Среди современных народов эта родословная наиболее распространена у нганасан. Анализ показал, что генетические субкластеры Древней Северной Руси имеют большее генетическое сходство с древними сибирскими популяциями, чем с географически близкой популяцией Большого Оленьего острова. Это открытие свидетельствует о том, что приток сибирских генов в генофонд населения Северной Руси происходил в результате
независимых миграционных волн из Сибири, а не из северо-восточной Европы, представленной Большим Оленьим островом, где было обнаружено самое раннее присутствие сибирских генов в северо-восточной Европе. Далее авторы протестировали древние популяции, датируемые началом нашей эры и более поздним периодом, в результате чего они обнаружили дополнительные доказательства того, что первичный генетический субстрат как Белозерья, так и Поонежья был идентичен субстрату кластера Древней Основной Руси и генетически связан с древними группами Балтийского региона. Однако в отличие от генетических субкластеров Древней Основной Руси, субкластеры Древней Северной Руси включали заметную долю древнесибирского происхождения. В ходе дальнейшего исследования в группах Древней Северной Руси авторы выявили многочисленных людей, имевших близкое биологическое родство. Ученые использовали аутосомные и однородительские маркеры, включая митохондриальную ДНК и Y-хромосому, а также археологические данные, такие как даты захоронений, возраст смерти и генетический пол, чтобы создать первоначальные родословные. Эти родословные постепенно расширялись. Результатом стало построение обширного генеалогического древа, охватывающего 7 поколений и включающего 48 человек из 4 мест захоронений – Никольское, Минино, Нефедьево и Шульгино. Было установлено, что большинство мужчин принадлежало к гаплогруппе Y-хромосомы NFT68246, что указывает на сильную патрилинейную линию и подчеркивает важность эффекта основателя среди отцовских линий в формировании этой северной популяции. Примечательно, что эта отцовская линия предположительно восходит к первым векам нашей эры. Удивительно, но эта четко определенная линия в настоящее время встречается исключительно среди русского населения. Кроме того, исследование подтвердило существование биологического родства среди населения Поонежья Древней Северной Руси. Дальнейший анализ участков гомозиготности позволил выявить различия в генетических профилях представителей Древней Северной Руси и Основной Руси. В кластере Древней Северной Руси наблюдалось значительное превышение уровня гомозиготности, связанное с малыми размерами популяции и традициями родственных браков. Генетические взаимодействия в процессе формирования русского государства. Данные свидетельствуют о генетическом взаимодействии между различными генетическими группами в пределах обширной территории Руси. Группа из 7 человек, которую авторы обозначили как Средняя Русь, демонстрирует промежуточные генетические профили между генетическими кластерами Древней Основной Руси и Древней Северной Руси. Эти люди происходили из разных географических регионов Руси. Результаты различных анализов предполагают генетическое смешение между некоторыми сообществами Северной и Центральной Руси, представляющими, соответственно, разные финно-угорские и славянские группы. Эти результаты свидетельствуют о взаимодействиях и перемещении на большие расстояния внутри территории Руси. Кроме того, в захоронениях, приписываемых восточным славянам, в городах Южной Руси авторы выявили людей, генетически отличающихся от остальных жителей Руси, однако похороненных в соответствии с восточнославянскими русскими погребальными обычаями, что свидетельствует об интеграции этих людей в местное русское общество. Далее, анализ средневековых европейских образцов на наличие общих сегментов ДНК, идентичных по происхождению, в наборе данных из этого исследования выявил несколько пар, демонстрирующих связи между жителями Древней Руси и другими европейцами. В своей работе авторы уделили особое внимание изучению возможного скандинавского генетического вклада в формирование древнерусского населения. Такое предположение можно сделать, основываясь на летописных источниках и археологических данных. В целом анализ выявил, что лишь незначительное число людей из разных регионов Древней Руси могли иметь скандинавские корни, связанные с викингами. Интересно, что не было обнаружено генетического сходства между образцами ДНК, извлеченными из захоронений военной элиты, таких как Гнездилова и Никольская, и генетическими профилями скандинавских викингов. Этот вывод не подтверждает гипотезу о том, что воины дружины, погребенные по крайней мере в упомянутых 2 исследованных местах захоронения, имели скандинавское происхождение. Генетическое наследие жителей Древней Руси в современных популяциях.
На графике анализа главных компонент большинство представителей Древней Руси попадают в ареал с современными восточными славянами, заметным уменьшением числа древних сибирских предков и увеличением доли европейских неолитических земледельцев в направлении с северо-востока на юго-запад. Статистический анализ распределения аллелей показал различия между генетическими кластерами Древней Руси, в то время как представители Древней Основной Руси демонстрируют генетическое сходство со всеми современными восточнославянскими и балтийскими популяциями, представители Древней Северной Руси демонстрируют больший генетический дрейф с североевропейскими финно-угорскими группами, вепсами, карелами, саамами и северными русскими из Архангельской области. Результаты позволяют предположить, что представители кластера Древней Северной Руси, вероятно, имели общего предка с вепсами, саамами и современными северными русскими из Архангельской области. Примечательно, что тестирование современных прибалтийско-финских групп эстонцев, финнов, карелов, вепсов предоставляет дополнительные доказательства генетических различий подкластеров Белозерья и Поонежья. Авторы выявили отчетливые закономерности генетического родства с современными прибалтийско-финскими группами. В частности, представители Белозерья, в отличие от Поонежья, демонстрировали значительную связь с современными карельскими и финскими популяциями. А в целом результаты ученых указывают на генетическую преемственность между древними и современными восточнославянскими группами. А жители Древней Северной Руси имели заметное сходство с некоторыми современными финно-угорскими уральскими группами из северных районов России. Фенотипы. Средневековые летописи описывают древнерусское население, то есть восточных славян, как людей высокого роста, со светлой кожей, светлыми волосами, от русых до каштановых, и голубыми глазами. Анализ ДНК подтвердил описание средневековых авторов, что многие средневековые жители Руси имели преимущественно голубые глаза и светлые волосы, от светлых до светло-каштановых, а оттенки их кожи варьировались от светлого до среднего. Эти признаки были распространены как в Северной Руси, так и в Центральной, на территории Волго-Окского региона. Эти выводы согласуются с описаниями средневековых авторов. Обсуждение и выводы. Вторая половина и конец первого тысячелетия нашей эры стали важным периодом в истории Европы. В это время славянские народы расселились на обширных территориях, и на их основе возникли первые славянские государства и княжества. К сожалению, генетические данные о народах, основавших эти ранние средневековые государства, ограничены. Однако, благодаря историческим источникам, в частности повести временных лет, мы знаем, что многочисленные восточнославянские племена объединились. Также предполагается, что они взаимодействовали с соседними народами из Восточной и Северной Европы, что способствовало созданию государства Русь, которое со временем объединило различные княжества и города. Результаты исследований показывают, что существует явная генетическая связь между древними жителями Руси и современными русскими, которые проживают на обширной территории Восточной Европы. Их генетические профили значительно отличаются от профилей других средневековых неславянских и современных европейских популяций. Авторы исследования изучили сложную структуру древних популяций, которые проживали в разных частях формирующегося государства Русь, включая его северные регионы. В ходе работы они выявили две генетически обособленные группы – Древней Основной Руси и Древней Северной Руси. Эти группы представляют собой исходные сообщества, которые внесли свой вклад в становление государства. Можно предположить, что первая группа соответствует восточнославянским племенам, описанным в повести временных лет, которые долгое время считались основными племенами в ранней истории Древней Руси. Вторые, упомянутые в повести временных лет как неславянские племена, могут быть связаны с кластером Древней Северной Руси, который восходит к финно-угорским уральским народам. Авторы продемонстрировали генетическую неоднородность древних восточнославянских групп в составе Руси, показав, что славянский компонент населения Руси включает в себя как минимум 3 генетически различных субкластера – ядра Руси, Балтийской Руси и Юго-Западной Руси.
Интересно, что люди, относящиеся к определенным генетическим субкластерам, происходят из разных географических регионов. Это свидетельствует о том, что славянские общины, упомянутые в повести временных лет, как ранние славянские объединения, несмотря на их разрозненное территориальное расположение, к моменту образования древнерусского государства состояли из людей с общей разнообразной совокупностью генов. Вероятно, они имели общее происхождение, как и предполагали некоторые историки. Согласно выводам авторов исследования, в основе происхождения всех этих групп лежит общий балтийский или балтославянский генетический субстрат, который присутствовал в Восточной Европе и Прибалтике, по крайней мере с периода Бронзового века. Этот субстрат наиболее выражен у представителей субкластера Балтийской Руси. Небольшое влияние других древних популяций, таких как жители Центральной и Западной Европы, а также уральские народы, которые являются носителями древней сибирской родословной, также вносит свой вклад в генетическую вариативность субкластеров Древней Руси. Представители средневекового населения Северной Руси, относящиеся к генетическим субкластерам Белозерья и Поонежья, могли происходить от неславянских этнических групп, таких как Чудь или Весь. Эти люди жили на северо-восточной окраине Руси, на северных Волоках и речных путях. Их культура представляла собой смесь финно-угорских и славянских традиций, а генетические профили были связаны с финно-угорскими уральскими корнями. Высокий уровень генетического родства между жителями Древней Северной Руси и современными вепсами подтверждает предположение о том, что вепсы имеют генетические связи с летописными племенами Весью и Чудью. В целом, генетические группы, относящиеся к Древней Северной Руси, имеют тот же субстрат, что и популяции Древнего Балтийского региона, а также генетические группы Древней Основной Руси. Следует отметить, что согласно анализу, каждая из протестированных групп из северных регионов, таких как Белозерье и Поонежье, представляет собой относительно изолированную и эндогамную популяцию. Белозерье оставалась на периферии восточнославянской экспансии вплоть до X века нашей эры. Здесь исследователи впервые обнаружили следы раннего взаимодействия между славянскими и финно-угорскими народами. В частности, Никольское городище, расположенное в Вологодской области и датируемое XI веком, имеет ярко выраженные восточнославянские черты. Это городище населяли преимущественно люди со славянскими генетическими профилями, что отличает его от других белозерских могильников, где культурные элементы славян и финно-угров смешались. Кроме того, как в Северной, так и в Центральной Руси были найдены люди со смешанными генетическими профилями, которые образуют группу Средняя Русь. Это открытие подтверждает теорию о том, что люди финно-угорского уральского происхождения мигрировали на северо-восточные территории вместе с восточными славянами, и они смешивались с этими группами, что способствовало формированию древнерусского государства. Также новый анализ показывает, что генофонды представителей Древней Руси и скандинавских викингов не пересекались. Тем не менее, у некоторых представителей различных регионов Руси были обнаружены генетические следы от викингов. Примечательно, что в ладожских могильниках северо-западной Руси X-XIII веков, где присутствуют атрибуты культуры викингов, у большинства исследованных людей были генетические профили скандинавского типа. В целом, новый анализ обширного массива образцов от носителей древнерусской культуры, собранных на обширной географической территории, не выявил значительного влияния скандинавского генетического наследия викингов на население Древней Руси в целом. В совокупности результаты позволяют впервые получить представление о генетической структуре различных групп или этнических общностей, которые во второй половине первого тысячелетия нашей эры объединились в восточнославянское русское культурное сообщество в составе древнерусского государства и участвовали в колонизации северных регионов. Поскольку до христианизации средневековой Руси кремация была распространена повсеместно, образцов, относящихся к периоду до основания русского государства, довольно мало. Изучение таких образцов позволит получить полное представление об исторических событиях, связанных с зарождением и первыми поселениями восточных славян и других народов
на восточноевропейской равнине. А я, как обычно, на этом не прощаюсь. Прошу не забывать про поддержку канала, хорошего вам настроения и до новых выпусков.